Всем привет! Вы на канале Вернит Вязание. Рада вас приветствовать. Не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал, если вам нравятся мои мастер-классы. Также у меня есть канал в Яндекс.Дзене, где я все видео дублирую. Тоже, если вас не затруднит, подписывайтесь, пожалуйста, и оценивайте. Также в Яндекс.Дзене можно под видео в комментариях помещать фото. Мне было бы очень интересно посмотреть, какие изделия у вас получаются по моим мастер-классам. Я обязательно увижу, зайду и посмотрю и оценю. А в сегодняшнем видео хочу вам рассказать, как связать летний топ из хлопка с воротником. Данный топ вяжется крючком в 4 этапа. Сначала вывязывается сперед, потом вывязывается спинка, далее рукава, и последний этап — это у нас вывязывается воротник. Данный топ можно вязать из любой хлопковой пряжи на любой размер. В мастер-классе я буду вязать на размер SXS. Приступим к вязанию. Так, прежде чем начать вязать топ, нужно определиться, какой длины вы его хотите сделать. У меня будет своя длина, у вас должна быть своя. Вам нужно снять мерки от плеча и до длины, которую вы хотите, с учетом вот резинки. То есть единую вот эту вот длину вам нужно замерить для того, чтобы связать потом цепочку из воздушных петель определенной длины. Для вязания топа нам понадобится пряжа. Я буду использовать Газал Baby Cotton в 50 граммах 165 метров. В пряже 60% хлопка и 40% акрила. К этой пряже идет крючок номер 3, и я тоже буду вязать крючком номер 3. Вы можете взять такую же пряжу, либо другую хлопковую пряжу, примерно такого же метража. Смотрите тоже, какой крючок идет к этой пряже. Приступим к вязанию. Делаем начальную петлю. Вставляем крючок и затягиваем. И вяжем цепочку из воздушных петель. Закидываем нитку на крючок и протягиваем через петлю. Я буду набирать 100 воздушных петель. У вас будет свое количество в цепочке в зависимости от вашей длины. Вот я связала цепочку из воздушных петель. У вас, напоминаю, своя длина должна и количество свое будет. Далее делаем воздушную петлю для подъема. Пропускаем одну петлю и вставляем крючок в следующую середину. И делаем соединительный столбик. То есть вот протягиваем через петлю ниточку. Это у нас будет первая петля, мы вывязали. И начало я помечу маркером. Вот это у нас начало вязания. Дальше мы будем вязать резинку. На резинку я решила взять 20 петель. И первый ряд резинки вяжется соединительными столбиками. Вставляем крючок в середину и вытягиваем и протягиваем петлю. То есть вот первая у нас уже петля, вторая. Вот будет вот это вот третья мы связали. Дальше считаем. Четвертая, пятая, шестая. Желательно так вот посвободнее, не сильно затягивать, вязать. Итак, продолжаем вязать 20 соединительных столбиков. У вас будет свое количество, которое вы выделите на резинку. Итак, я связала 20 соединительных столбиков. Далее делаем столбик без накида, вводим крючок в середину петли, вытягиваем петлю, накидываем нитку и протягиваем через 2 петли. Это столбик без накида. Здесь я тоже повешу маркер, чтобы обозначить, где у нас заканчивается резинка. Сюда в последнюю петлю я повешу маркер. Все, вот у нас длина резинки. Теперь будем вывязывать узор.
И первый ряд узора вяжется следующим образом. Делаем воздушную петлю, следующую петлю пропускаем и в другую вставляем крючок и делаем столбик без накида. Снова воздушная петля, пропускаем петлю, следующую вставляем, делаем столбик без накида. И так чередуем. Воздушная петля, пропускаем, столбик без накида. И так мы провязываем до конца нашей цепочки. Так, я дошла до конца цепочки. Вот я связала. Далее в последнюю мы вставляем крючок, вывязываем столбик без накида, делаем воздушную петлю и поворачиваем вязание, делаем снова воздушную петлю, и где у нас вот между была воздушная петля, вот сюда мы вставляем крючок и вывязываем столбик без накида. Вот. Здесь можно также обозначить начало ряда, начало ряда маркером. И продолжаем вязать второй ряд узора, а также одна воздушная петля. Следующую мы пропускаем. В другую, где у нас была вот воздушная петля, вставляем крючок и делаем столбик без накида. Снова воздушная петля. Вот это мы пропускаем. Так, хорошо видно, вот серединочку сюда вставляем и делаем столбик без накида. Воздушная петля. Столбик без накида. Итак, мы продолжаем вывязывать до маркера, где у нас идет резинка. Итак, вот я связала второй ряд, практически дошла до маркера. Делаю воздушную петлю, пропускаю петлю, вставляю в следующую, делаю столбик без накида. Вот мы дошли до маркера. Там, где у нас маркер, вот в петлю, я вставляю крючок и делаю еще один столбик без накида. Сделали, маркер мы снимаем. Далее будем вязать резинку соединительными столбиками, так же как и первый ряд. Вставляем крючок в середину петли или за заднюю стенку и делаем соединительный столбик. Желательно вот посвободнее, чтобы потом не было туго. Во вторую петлю также вставляем в середину, делаем соединительный столбик. Следующий тоже вставляем в середину, делаем соединительный столбик. Вот так получается. И так до конца. Итак, я связала вот столбики соединительные до конца. Последний остался у меня столбик. Вот где маркер. Я делаю соединительный столбик последний. Все. Далее маркер мы снимаем, он нам уже не нужен. Делаем воздушную петлю для подъема и поворачиваем вязание. Следующий третий ряд у нас будет весь из соединительных столбиков. Полностью провязываем и резинку, и само полотно. Вот это мы пропускаем петлю, следующую вставляем в середину или за заднюю стенку и делаем соединительный столбик. Все сделали. Следующую серединку, соединительный столбик. Вот так вот. И продолжаем
вывязывать до конца. Вот я провязала ряд, дошла до конца, там где у нас маркер. Осталась вот последняя у нас петля. Делаем соединительный столбик. Делали. Маркер я снимаю. Делаем воздушную петлю для подъема. Поворачиваем вязание. И 4-й ряд мы также вяжем соединительные столбики. Первый вот я пропускаю, второй вставляю крючок и провязываю соединительный столбик. Так, первую петлю я также обозначу маркером, чтобы мне было удобно. Далее вяжем ряд из соединительных столбиков. Вставляем также в середину и протягиваем. Середину и протягиваем. Не туго вяжем. И так вяжем до конца ряда полностью соединительные столбики. Итак, я дошла до конца ряда. Вот последний делаю я соединительный столбик. Далее воздушная петля и поворачиваем вязание. С этой стороны у нас вот идет начало резинки. Мы вяжем соединительными столбиками. И вообще резинку вяжем всегда соединительными столбиками. Первый вот пропускаем, следующий вставляем и провязываем. У меня на резинке 20 петель я выделила. У вас свое значение. И так далее я свяжу 20 соединительных столбиков. Так, вот я провязала 20 соединительных столбиков. Далее вот сюда, в первую петлю, после последнего сбоку, делаем столбик без накида. Далее вяжем узор. Воздушная петля, столбик без накида. И чередуем воздушная петля, столбик без накида. Пропускаем, в это мы вставляем. Делаем столбик без накида. Воздушная петля, пропускаем, сюда вставляем, столбик без накида. И так до конца ряда. Таким образом у нас будет вывязываться узор. Повторяем мы с 1 по 4 ряд. То есть 5-й ряд мы вяжем уже как 1-й ряд. Резинка у нас всегда вяжется соединительными столбиками, а сам узор вывязывает с первых 2 ряда. Это столбики без накида плюс воздушная петля. И 3-4 ряд это соединительные столбики. То есть мы их чередуем, вывязывая изделие на нужную нам ширину. Далее замеряем длину плеча. У меня это 14 сантиметров, у вас своя будет длина. И вяжем прямое полотно на данную ширину. После этого мы будем делать вырез горловины. Итак, я связала полотно на нужную мне ширину, это 14 сантиметров, у вас своя будет ширина. Далее вяжем 1-й ряд, то есть нужно остановиться на 1-м ряде, то есть провязать резинку соединительными столбиками, провязать 1-й ряд, который состоит из столбиков без накида воздушной петли, и довязать до того места, где вы хотите, чтобы у вас вот была горловина. Я выделила 10 сантиметров и здесь остановилась. Для выреза горловины вам тоже нужно сделать замеры, сколько сантиметров вы хотите, чтобы была эта горловина. Я выделила 10 сантиметров.
Если вы хотите более глубокий вырез, вам нужно взять тогда побольше сантиметров. Итак, я сделала последний столбик без накида. Далее делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Вставляем крючок под воздушную петлю, где у нас была, и делаем столбик без накида и вяжем второй ряд. Воздушная петля, пропускаем, столбик без накида. Воздушная петля, пропускаем, вставляем, столбик без накида. Так вяжем второй ряд, провязываем до резинки, резинку снова вяжем соединительными столбиками. Третий ряд также вяжем соединительными столбиками резинку, соединительными столбики дальше пошли и остановимся там, не доходя до конца 3 петель. Я провязала третий ряд, осталось у меня 3 петли. Делаем соединительный столбик. Далее вставляем крючок за заднюю стенку, делаем петлю, на крючке у нас 2 петли. И рядом следующий также вставляем, захватываем нить и протягиваем через 2 петли. Далее воздушная петля и поворачиваем вязание. Это мы пропускаем, вставляем следующий и вяжем 4-й ряд соединительные столбики. Для удобства я снова помечу маркером начало ряда. Итак, продолжаем вязать 4-й ряд соединительными столбиками. Далее следующий ряд начинаем с 1-го ряда. Резинку провязываем соединительными столбиками. Первый ряд столбики без накида плюс воздушная петля. Провязываем первый ряд, не доходя немного до конца. Итак, я провязала первый ряд по узору, закончила столбиком без накида. Далее делаем воздушную петлю. Здесь у меня осталось 3 петли. Одну мы пропускаем, вставляем крючок во вторую, вытягиваем петлю, но столбик не провязываем. Далее вставляем следующую, маркер сниму, в последнюю вставляем. Вытягиваем петлю и делаем столбик без накида через 3 петли. То есть таким образом мы сократили. Далее делаем воздушную петлю и поворачиваем вязание. Вот так у нас постепенно идут убавления. Далее продолжаем вязать второй ряд. Это у нас столбики без накида, воздушная петля, пропускаем, столбик без накида, воздушная петля, пропускаем, столбик без накида. По такому принципу продолжаем делать убавки, пока не дойдете до середины топа. То есть мы постепенно вот вывязываем эту часть, пока не дойдем до середины. У меня будет своя эта ширина, у вас своя, по вашим меркам. Итак, вот я провязала убавки горловины, дошла до середины. Закончила я 4-м рядом. Провязала резинку, и следующий ряд у меня будет 1-й. Это столбик без накида и воздушной петлей чередую. И нам нужно определить, какую глубину еще выреза вы хотите на топе. То есть вам нужно снова замерить вот это вот расстояние, то есть какую глубину хотите выреза вы. У меня будет это свои размеры, у вас свои размеры. И под эту глубину я возьму 15 петель. То есть здесь мне нужно будет отсчитать 15 петель здесь и повесить маркер и вязать 1-й ряд до этого места. Итак, вот я провязала 1-й ряд, закончила столбиком без накида. Вот здесь у меня отмечено маркером 15 петель, которые я взяла еще на вырез. Далее делаем воздушную петлю и поворачиваем вязание. Еще одна воздушная петля
И вяжем второй ряд, делая столбик без накида. Воздушная петля, пропускаем, следующий вставляем, столбик без накида. Воздушная петля, пропускаем, столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Дальше провязываем резинку и потом провязываем третий ряд и возвращаемся вот сюда. Я провязала третий ряд соединительными столбиками, дошла до маркера, где у нас 15 петель мы откладывали, и теперь нужно сделать 15 воздушных петель. У вас будет свой расчет, то есть у вас свое количество. То есть вам нужно набрать воздушных петель столько, сколько вы отложили для выреза. Итак, набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Все, я сделала цепочку с 15 воздушных петель. Делаем еще одну воздушную петлю, это для подъема. Одну пропускаем и крючок вставляем в следующую. И делаем соединительный столбик. И провязываем так всю цепочку соединительными столбиками, как четвертый ряд. Итак, вот провязал соединительным столбиком цепочку. И дальше продолжаем вязать четвертый ряд также соединительными столбиками. Вставляем крючок за заднюю стенку, делаем соединительный столбик. И так до конца ряда. Далее провязываем после этого резинку и вяжем первый ряд. Доходим до сюда. Я провязала первый ряд, дошла вот до сюда, где у нас была цепочка связана. Далее также вяжем первый ряд. Вот я остановилась, сделала столбик без накида и воздушную петлю. Одну мы пропускаем, и во второй будем делать столбик без накида. Только мы будем не через всю петлю проходить крючком, а за переднюю стенку делать столбик. Вот так. Снова воздушная петля. Вот эту петлю пропускаем и вставляем крючок вот сюда, за переднюю стенку, в середину. Делаем столбик без накида. Воздушная петля, пропускаем, сюда вставляем, делаем столбик без накида. И так вот, не доходя последнюю петлю, провязываем. Вот такой вырез у нас получается. Дальше мы будем делать прибавки, то есть нам нужно с другой стороны теперь тоже сделать горловину, прибавляя постепенно петли. Итак, вот я провязала последний столбик без накида и воздушную петлю. И теперь нам нужно в последнюю сделать 2 столбика без накида. То есть в одну петлю мы будем делать 2 столбика. Первый делаем без накида. И в эту же петлю делаем второй столбик без накида. Следующая воздушная петля и поворачиваем вязание. Делаем еще одну воздушную петлю. Сделали. Вот сюда нужно будет повесить маркер в начало. Далее будем вязать второй ряд. Это у нас идут столбики без накида и воздушная петля. Первую мы пропускаем, следующую вот вставляем. Делаем столбик без накида. Воздушная петля. Далее мы пропускаем, делаем столбик без накида. То есть вяжем второй ряд. Воздушная петля. Пропускаем, делаем столбик без накида. И продолжаем так вязать второй ряд до резинки.
Дальше провязываем резинку, вяжем третий ряд резинки и третий ряд соединительных столбиков, доходя вот до конца. Итак, я провязала третий ряд соединительных столбиков, дошла до последней петли, и здесь делаем соединительный столбик 1, и в эту же петлю еще один соединительный столбик делаем 2. Далее воздушная петля, маркер я сейчас сниму, поворачиваем вязание и делаем соединительный столбик, одну петлю пропускаем, следующую вставляем вот сюда за заднюю стенку и делаем соединительный столбик, и в это место повесим маркер вот сюда, и в ту же самую петлю сделаем еще прибавку, то есть еще один соединительный столбик. И далее продолжаем вязать соединительными столбиками 4 ряд. То есть вставляем за заднюю стенку крючок, провязываем. Далее по такой схеме продолжаем делать прибавки, вывязывая определенную ширину, доходя вот до сюда, но вот с этой стороны, то есть зеркально, да, чтобы у вас было. И здесь вот мы с вами встретимся. Я связала определенное количество прибавок в ширину, на нужную ширину. Вот если так приложить, вот у меня получился вырез такой. Далее, теперь нам нужно по высоте набрать воздушные петли равному количеству с правой стороны, сколько у нас. У меня здесь 26 петель, я буду 26 воздушных набирать. У вас будет свое количество. Остановилась я на третьем ряду, это соединительные столбики, и дальше продолжаем набирать цепочку из воздушных петель. У меня это 26, а у вас будет свое количество. Итак, вот я набрала высоту 26 петель. Далее делаем еще одну воздушную петлю для подъема, пропускаем одну и в следующую вставляем крючок и делаем соединительный столбик. И продолжаем вязать 4 ряд соединительные столбики. То есть вот так. И так мы провязываем всю цепочку. Далее провязываем полотно соединительными столбиками и провязываем резинку. И потом вяжем снова резинку, первый ряд полотно и возвращаемся вот сюда с вами. Вот я провязала первый ряд, дошла до цепочки и дальше продолжаем вязать также первый ряд, только где у нас цепочка, мы будем вставлять крючок за переднюю стенку петли. Воздушная петля, одну петлю мы пропускаем, вставляем крючок в середину за переднюю стенку и делаем столбик без накида. Воздушная петля, пропускаем, вставляем в середину и делаем столбик без накида. Воздушная петля. И так продолжаем до конца цепочки. Итак, вот я довязала столбики до конца и делаю последний столбик без накида. Воздушная петля для подъема, поворачиваем вязание, еще одна воздушная петля, вот сюда можно повесить маркер снова, и далее вяжем второй ряд. Делаем столбик без накида, воздушная петля, снова пропускаем, следующий, вводим крючок, делаем столбик без накида. И так продолжаем вязать второй ряд до резинки, провязываем резинку и
Больше прибавок мы и убавок никаких делать не будем. Нам нужно связать полотно на ширину, как с правой стороны. Вот я довязала полочку по ширине такой же, как и с правой стороны. Вот такой вырез у нас получился. Далее приступим к вязанию спинки. Для того, чтобы начать вязать спинку, нам нужно набрать цепочку из воздушных петель количеством столько, сколько мы набирали на перед. И вязать так же, как и перед, но не делая никаких прибавок и убавок. То есть мы вяжем также резинку, вяжем узор и поворотными рядами вывязываем полотно по ширине, равной ширине переда. Я уже спинку связала, сейчас я вам ее покажу. То есть вот так должно у вас получиться. Здесь идет резинка. По длине должна быть такая же, как и перед у нас спинка. Одинаково. И по ширине перед со спинкой должен быть одинаковый. Вот такая должна быть спинка. И еще хотела добавить, вязание я заканчивала вторым рядом. То есть довязывала второй ряд и все, здесь останавливалась, чтобы у нас края были похожи с правой и с левой стороны. После того, как будет связан перед и спинка, нужно сложить две детали лицевой стороной друг к другу и по изнаночной стороне сделать плечевые швы по плечам с одной стороны и с другой стороны. Чтобы определить, где у вас изнаночная сторона и лицевая, очень легко можно посмотреть на узор. С лицевой стороны вот такие вот идут полосочки, как бы ряд такой, да, лицевой. А с изнаночной стороны таких полосочек нет. То есть мы вот такими полосочками лицевой стороной складываем изделие. И вот здесь уже делаем шов. Я по ширине отметила маркером, где у нас должен заканчиваться этот шов. Сюда присоединил нитку и сейчас покажу, как сделать шов. Берем крючок, вставляем вот в крайнюю петельку и сюда вставляем. Накидываем нитку на крючок. Накидываем нитку на крючок и делаем вот такую петлю. Дальше вставляем следующий. Такую крайнюю петельку и делаем столбик без накида вот таким образом. Далее вставляем крючок в следующую, делаем также столбик без накида. И так соединяем детали швом. Вот такой шов должен получаться. И так продолжаем до маркера, где у нас заканчивается полочка. Вот такой получается шов. Аналогично делаем и с другой стороны. Также соединяем две детали и здесь прошиваем. После того, как мы соединили перед со спинкой по плечу, далее нужно отмерить длину проймы. У вас будет это свое значение, у меня свое. На эту длину я выделяю 46 петель. То есть я здесь отсчитываю с этой стороны 46 и с этой стороны 46, соединяю. И по боковой части мы соединяем детали перед и спинку. И здесь также нам нужно сделать шов до маркера. Соединить перед и спинку, так же как мы соединяли по плечу. Аналогично делаем и с другой стороны. Отмечаем пройму, где у нас, и с боков делаем шов. Соединяем перед со спинкой. Все это делается с изнаночной стороны. Итак, я соединила перед и спинку с двух сторон.
до проймы с одной стороны и до проймы с другой стороны. Делала шов я такой же, как и по плечу. Находимся мы на изнаночной стороне. И далее мы будем вывязывать рукава. Так, приступаем к вязанию рукава. Находимся мы на изнаночной стороне. Вот эта часть у нас первая идет, это перед. Я ниточку не обрезала. Остановилась, делая последний столбик без накида. И теперь делаю воздушную петлю. И отмечу начало ряда маркером. Далее буду вязать первый ряд соединительными столбиками. Вот мы видим, у нас идут вот такие V-образные петли. И вставляем крючок в середину за заднюю стенку. Подхватываем нитку и вяжем соединительный столбик. И так во все петли подряд. За заднюю стенку соединительный столбик. Вот так это получается. Далее продолжаем так вязать до плечевого шва. И здесь мы с вами встретимся. Вот я дошла до плечевого шва. Дальше у нас идет спинка. И здесь петельки немножко другие. И будем вязать следующим образом. Вот у нас идет где такой вот столбик. Мы крючок вставляем вот сюда. И делаем соединительный столбик. Далее вот сюда в серединку вставляем, где у нас дырочка сбоку, и делаем соединительный столбик. Опять вот у нас идет столбик. Мы вот сюда вставляем и провязываем. Здесь вот в серединку вставляем. И делаем соединительные столбики. Вот таким образом до маркера. Итак, я сделала последний стежок, дошла до маркера. Там, где маркер, мы вставляем крючок и делаем столбик без накида. Снимаем маркер. Сняли маркер и поворачиваем вязание вот таким образом. То есть мы, получается, идем в обратную сторону. То есть вот это мы сейчас провязывали туда, и по этой стороне мы снова идем с вами. Второй ряд будут также соединительные столбики. Вот у нас идут здесь петельки V-образные, и мы будем вязать за переднюю стенку. То есть вставляем крючок за переднюю стенку, вот сюда. Вот таким образом. Накидываем нить и делаем соединительный столбик. И так в каждую петлю. За переднюю стенку. Так получается. И так продолжаем вязать до плечевого шва. Итак, вот я дошла до плечевого шва. Вот у нас идет здесь плечевой шов. И дальше будем также вязать соединительные столбики, но за заднюю стенку. Вот у нас идут V-образные петельки. И вставляем крючок в середину за заднюю стенку. И делаем соединительный столбик. Вот у нас середина. За заднюю стенку вставляем. Вставили и делаем соединительный столбик. И так в каждую петлю. Вставляем в середину. За заднюю стенку делаем соединительный столбик. И так продолжаем. Вот до шва, который у нас с боков. Итак, я провязала до конца второй ряд. Дальше, где у нас был шов, идет, делаем соединительный столбик.
и воздушную петлю делаем. И поворачиваем вязание. Вот так. То есть мы пойдем снова в обратную сторону. И третий ряд у нас будет, как и в узоре, столбики без накидов, воздушная петля, пропускаем столбики без накидов. Вот у нас идут петельки вот эти. Мы вот сюда в первую вставляем. Как бы сбоку вот так вот. Делаем столбик без накида. Вот сюда повесим маркер, как начало ряда. Далее делаем воздушную петлю. Одну петлю мы пропускаем, вот эту, в следующую вставляем сбоку. Вот так вот вставили. С этой стороны это вот так выглядит. И делаем столбик без накида. Воздушная петля. Пропускаем. Сюда вставляем. Через 2. Получается вот так вот. И делаем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать третий ряд до маркера. Полностью связать нужно. Вот я сделала последний столбик без накида. Далее там, где маркер, мы вставляем крючок и делаем соединительный столбик. Далее делаем воздушную петлю. Маркер мы переснимаем. Вот сюда, где воздушная петля. Поворачиваем вязание. То есть мы опять в обратную сторону пойдем. Делаем еще раз воздушную петлю. То есть вот у нас маркер здесь должен быть. И вяжем четвертый ряд. Там, где у нас промежутки, мы вставляем крючок, где была воздушная петля. И делаем столбик без накида. Воздушная петля. Пропускаем. Серединочку сюда в дырочку вставляем. И делаем столбик без накида. Воздушная петля. Вот это пропускаем. Вот сюда вставляем и делаем столбик без накида. Воздушная петля. Пропускаем. Сюда вставляем столбик без накида. Воздушная петля. Вот это пропускаем. Сюда вставляем столбик без накида. И так продолжаем вязать целый ряд до маркера. Итак, вот я дошла до маркера. Сделала последний столбик без накида. Где маркер, вставляем крючок. И делаем соединительный столбик. Далее воздушная петля. Снимаем маркер. Разворачиваем вязание. Идем снова в обратную сторону и вяжем с вами первый ряд соединительных столбиков. Только теперь нужно вязать в каждом ряду за заднюю стенку. Соединительный столбик. Первый я сделала. Вот сюда повесить нужно маркер. Воздушная петля. И вяжем соединительные столбики, первый ряд. По такой схеме продолжаем вывязывать рукав на определенную длину. Если вы хотите покороче рукав, вы свяжете несколько раппортов. Если хотите рукав подлиннее, большее количество рядов свяжите. Итак, получается, первый и второй ряд у нас свяжется соединительными столбиками, третий и четвертый ряд у нас свяжется столбиком без накида и воздушной петля. Продолжайте таким образом вывязывать рукав. После того, как вы свяжете рукав на нужную длину, я
решила сделать короткие рукава и провязала только 2 раппорта. Закончить нужно вторым рядом, то есть это соединительные столбики. Вот я связала последний соединительный столбик и нужно сделать воздушную петлю. Вот, сделали воздушную петлю и дальше будем вывязывать с вами резинку. Резинка также может быть любого размера, то есть какой хотите длины вы делать резинку. Ну, например, там 5 сантиметров, да, нужно тогда связать цепочку из воздушных петель равной 5 сантиметрам. Я хочу резинку сделать из 10 петель, то есть я буду вязать 10 воздушных петель. То есть одну я уже связала, дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 7, 8, 9, 10. Вот я связала цепочку из 10 воздушных петель. Вот такой у меня ширины будет резинка. Далее вяжем резинку соединительными столбиками, как мы вязали на топе. Первую петлю мы пропускаем, следующую вставляем в серединку и делаем соединительный столбик. Следующую вставляем, делаем соединительный столбик. И так до начала провязываем цепочки. Итак, вот я дошла до начала цепочки. Далее разворачиваем так вязание. Видим, вот у нас идут петли. Мы вот сюда крючок вставляем через 2, вот сбоку через 2 вставляем и провязываем соединительный столбик. 1. И также еще провязываем в следующую петлю второй соединительный столбик. То есть вот мы провязали 2 соединительных столбика. Теперь мы поворачиваем вязание вот так. Итак, развернули вязание. И нам 2 петли вот эти нужно пропустить. Первую, вторую и в третью. За заднюю стенку вставляем крючок. И вяжем соединительные столбики. Первый вот провязали. Второй. Третий. И так далее провязываем до конца цепочки. Вот сделали последний соединительный столбик. Поворачиваем вязание, одну пропускаем, следующую вставляем. И снова вяжем соединительные столбики. Таким образом. И вяжем до начала цепочки. Вот мы снова дошли до начала цепочки. Вот они у нас 2 петельки. Мы снова провязываем соединительные столбики. Раз. Провязали соединительный столбик. Во второй вставляем. Таким образом. И провязываем второй соединительный столбик. Разворачиваем вязание. Смотрим на петельки. 2 вот эти пропускаем. В третью вставляем крючок за заднюю стенку. И провязываем соединительный столбик. И так далее по цепочке вяжем соединительные столбики. По такому принципу продолжаем вывязывать резинку по окружности всего рукава. После того, как вы довяжете резинку до конца, надо ее будет соединить и здесь сделать шов. Такой же шов, как мы делали по плечу и по бокам. Вставляем крючок в первую петельку здесь и в другую. И делаем столбик без накида.
Следующий соединяем одну часть с другой и делаем столбик без накида. И проделаем так до конца. В конце обрезаем ниточку, делаем такую петельку и затягиваем. Ниточку убираем в шов. Ниточку потом обрезаем. Вот так выглядит это с изнаночной стороны. Так выглядит с лицевой. Второй рукав вяжется аналогично. Точно так же провязывайте узор и резинку. Теперь мы приступим к вязанию воротника. Начинать будем с этого угла. Здесь я уже привязала нитку. И будем обвязывать по краю горловины столбиками без накида. Делаем первую петлю, вставляем крючок в следующую через всю петлю и провязываем столбик без накида. Изделие у нас находится на лицевой стороне. И таким образом провязываем до середины. Дошли до середины, по этой части тоже делаем столбики без накидов. Один, второй здесь и вот сюда уже вставляем. Делаем столбик без накидов. И продолжаем вывязывать столбики без накидов до другого угла. То есть также через всю петельку столбик без накида. Вот дошла я до другого угла, провязала столбики без накидов. Далее продолжаем также их вязать. Вообще будем вязать по горловине до следующего угла столбики без накидов. Там, где у нас нет V-образных вот петель края, да, мы просто вот в серединочку вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Раз, два, три и так далее. Доходим до сюда. Здесь у нас опять идут V-образные петельки. Через всю петлю вставляем крючок и провязываем столбики без накидов. И встретимся с вами, когда вы дойдете до этого угла. Итак, я дошла до угла, с которого мы начинали. Обвязала всю горловину столбиком без накидов. Теперь мы разворачиваем вязание. Теперь мы делаем одну воздушную петлю и поворачиваем вязание. То есть мы пойдем сейчас в обратную сторону и будем вязать полустолбики с накидом. Но для начала нам нужно сделать прибавку и в одну петлю сделать 2 полустолбика с накидом. Делаем накид на крючок, вставляем крючок вот сюда в петельку, захватываем, и на крючке у нас 3 петли. Снова накидываем нитку на крючок и протягиваем через 3 петли. Вот мы сделали один такой полустолбик с накидом. Далее снова накидываем нитку на крючок и делаем в эту же петлю второй полустолбик с накидом. Вот таким образом мы сделали прибавку. И далее делаем снова накид и вставляем крючок в следующую и делаем полустолбик с накидом. Снова накидываем, вставляем следующую. На крючке 3 петли и через все 3 петли протягиваем нить. Такими полустолбиками с накидом мы провязываем
по нашей горловине воротничок, доходя до другого угла. Итак, я дошла до другого угла, провязала горловину, сделала последний полустолбик с накидом. И здесь тоже нужно будет с этой стороны сделать прибавку, и в эту же петлю сделаем еще один полустолбик с накидом. Вот, сделали. Воздушная петля. И разворачиваем вязание. Идем снова в обратную сторону, делая полустолбики с накидом. Также накидываем петельку, вставляем через всю петлю крючок и через 3 петли провязываем. Таким образом вывязываем с вами воротник на нужную нам ширину, повторяя первый ряд. Только прибавок уже вот с одной и с другой стороны делать не нужно. То есть, доходя до конца, вы делаете только воздушную петлю и разворачиваете вязание. Ширина топа размер SXS, который я вязала, если брать от рукава до рукава, выходит 41 сантиметр, но это вот в разложенном виде. Если, конечно, его подрастянуть, этот топ, то ширина будет больше. Высота от низа до плеча 37 сантиметров. Воротник по ширине 7,5 сантиметров. Рука по высоте 15 сантиметров. И от низа до выреза 17 сантиметров.